Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Здравия вам и вашим родным и близким. Солнечного настроения и удачи во всех ваших делах. А дел у нас с вами предстоит очень много. И более подробно о всех делах с 26 по 30 января 2022 года мы сейчас и поговорим. Сначала рассмотрим агрогороскоп с 26 по 30 января 2022 года. Время московское. Первый день из этого списка больших дел – это среда, 26 января, в знаке Скорпион. Что здесь можно сделать? Здесь очень хороши подзимние посевы. Это для северян. И если этому способствует погода, есть возможность посеять. Можно сеять семена ранних корнеплодных овощей для потребления уже ранним летом, в конце осени, а также можно в теплице. Но все эти овощи в Скорпионе – это знак стихии воды. Их нужно будет использовать сразу собрав. Это овощи не для того, чтобы их хранить. Это стихия воды. Ну, естественно, можно микрозелень в этот день закладывать очень хорошо и высаживать ранний картофель, снова же в теплицах или в теплых странах, для получения раннего картофеля. Он не хранится. Очень хорошо работать в этот день, 26 января, с рассадой. Все, что касается перевалки, посадки, пересадки, все делайте. И пикировка здесь очень хороша. Напоминаю, в любом знаке не повреждайте корни, а тем более в Скорпионе и листики. Здесь не проводится никаких зеленых операций. Сделайте это буквально на следующий день. Для цветов я их вместе объединяю, этот момент. Комнатные и цветы, которые будут высаживаться сейчас, это у нас рассада. Поэтому очень эффективны сейчас пикировка, перевалка рассады, пересадка, полив, подкормка. Это актуально и для комнатных цветов. Тем более, что наши цветочки – это все рассада, которая сейчас находится тоже в комнате, в доме, в любом месте, там, где есть тепло и где выращивается рассада. Очень эффективны в это время поливы и подкормочки. Убывающая луна, подкармливайте. Здесь можно использовать уже 100% подкормок. Тем более, что многие подсветку уже делают. Но у нас на юге вообще очень много солнечных дней. И очень хорошо растения в теплице себя чувствуют. В саду будут актуальны прививки, стратификация семян, а также можно сеять еще семена земляники на рассаду. А вот зеленые операции нельзя проводить ни в коем случае. Это время стихии воды. Занесете инфекцию. Не имеет значения, какой это месяц. Зеленые операции мы проводим на комнатных растениях, на растениях рассадных, а также в теплых странах проводят зеленые операции садоводы. Не делайте этого, пропускайте этот день. А вот рыбалка супер в Скорпионе, да еще убывающая луна только при хороших погодных условиях. Квашение не проводим, и вот мы вводим сегодня новую рубрику, но я ее буду ставить тогда, когда вот это высчитывать буду. Вот смотрите, очень хорошие цыплята, утята, гусята, но по уткам и гусям у нас сейчас еще рано их, не всегда, не все еще нанесли яиц достаточно. А вот мы заметили такую особенность, если их курицу или инкубатор заложить яйца за 19-21 день до момента полнолуния. Полнолуние в феврале 16 февраля. Поэтому, если вы инкубатор, и если есть курица, конечно же, можно и под курицу, вот квочку очень хорошо именно курицу подсыпать или инкубатор закладывать
вот начиная с 26-го. Их будет пару дней, о них сейчас сразу вам и скажу. Это также 27 и 28. Вот эти 3 дня для того, чтобы получить здоровых цыплят, крепких таких, вот эти 3 дня, пожалуйста, можно использовать для того, чтобы заняться инкубацией или подсыпать под квочку яйца. Настойки, возвращаемся к 26 января, настойки лучше в скорпионе не закладывать, не делать ни мази. Качество, увы, не очень хорошее. Чуть-чуть позже, уже на следующий день это все будет хорошо. А теперь давайте рассмотрим вот эти 2 дня. Эти 2 дня у нас в основном это будут энергии Стрельца, стихии огня. Вот смотрите, 27-го это будет только после 11 часов. Я буду эти 2 дня называть и буду напоминать, что здесь 27 января с 11 часов, а 28 все 24 часа. И мы можем в эти дни, в дни Стрельца, что делать? С 11 часов микрозелень закладывать, а также сеять зеленые различные культуры для того, чтобы получать зеленушку. Рассада никак, ни в коем случае не работаем, не высаживаем, не пересаживаем, не пикируем. В это время нельзя это делать. Для цветов и для комнатных цветов актуальна защита от вредителей и болезней. Если вы еще ничего не заметили, но помните, что самое важное – это профилактика. Проводите профилактические обработки. Прошу обратить внимание на поливы. Они бесполезны в стихии огня, воды. Вода не используется растениями в это время. Ну и подкормка в это время принесет только вред, поэтому не подкармливаем. Зато можно сейчас, убывающая луна, в саду заняться обрезкой. Любые обрезки, которые вы хотите. Но напоминаю снова же, и уже предупреждала и буду предупреждать, не спешите обрезать садовые растения. Это только в тех случаях, если это колхоз или какое-то большое хозяйство, где не успевают заняться обрезкой. Впереди очень сложные погодные условия. Можете остаться без урожая. Так что обрезка только там, где вы уверены, что все будет хорошо с погодой. Зеленые операции на убывающей луне в Стрельце можно проводить. Вот здесь, пожалуйста, зеленые операции проводите. Рыбалка очень хорошо в эти дни, а вот квашение в Стрельце не проводим. Сухая капуста получается и горьковатая. Ну, мы с кочкой уже разобрались, с инкубаторами. И настойки, что касается настоек, очень хорошо делать настойки из тех трав, которые лечат сердечно-сосудистую систему. Ну, вот мы с вами разобрали уже важные дни, которые будут нам подсказывать стихия огня в Стрельце 27-28. И сейчас очень важный период. Я сразу же, видите, сделала сегодня большой такой обзор, большой агрогороскоп, чтобы вы могли определиться с посевами вот корнеплодных, когда лучше сделать. Потому что споры идут, вот давайте скорпион сеять, или же я рекомендую все-таки посевы сделать козероги. Но 29 января это можно будет делать, начинать посевы с 13 часов. Здесь луна без курса с 0 часов и до 12 часов 9 минут. Луна без курса – это очень плохое время для посевов. И 30 у нас весь чистый день, поэтому вот эти 2 дня мы сейчас рассмотрим, какие дела мы можем с вами сделать. Что касается посева, буду напоминать, 29 только с 13 часов дня мы можем посеять семена корнеплодных овощей в теплицах, а также ранние сорта картофеля для получения ранней продукции. Здесь же можно в это время и очень хорошо посеять семена лука на рассаду. Вот этот лук будет очень хорошо храниться, поэтому вот это важная подсказка, используйте. Ну, естественно, можно провести подзимний посев всех абсолютно корнеплодных овощей, которые вы сеете. И напоминаю, в это время очень хорошо после 13 часов 29 и 30 заняться укоренением черенков. Рассада. Вот здесь в это время рассада с 13 часов, напоминаю, можно любые работы проводить. С рассады, пересадка, перевалка, пикировка, но с 13 часов. А здесь все 24 часа, пожалуйста, это все делайте. Очень много дел предстоит для цветоводов. Это и рассада цветов для посадки, затем в открытый грунт. И комнатные растения здесь очень хорошо
укоренять, нарезать и укоренять череночки комнатных цветов, а также доставать черенки, которые вы собираетесь укоренять. Это и садовые различные растения, цветочные. Все, что вы подготовили, пожалуйста, очень хорошее время в Козероге для укоренения. И в это время хороши пикировка, перевалка, пересадка, поливы, подкормки. Вот это все для цветов и для комнатных растений. Все работы выполняйте в Козероге, замечательно все получится. Поливы, подкормки, супер. В это время очень хорошо. Подкормочку можете даже до 100% тоже проводить. Это дни корня и прекрасно растения будут усваивать. Но это в том случае, если у вас много солнца и длинный световой день. Если же нет, не спешите с подкормками. В саду. Вот в саду как раз хорошо проводить снова же обрезку и очень хороший период для прививок. Можете проводить это там, где позволяет погода, или вы саженцы выкопали и хотите сделать прививки, они у вас находятся в подвале. Вот это время очень хорошее. У вас заготовлены черенки, проводите, пожалуйста, вот эти агроприемы. Черенки укореняем в это время, ну и прививки 2 дня у нас очень хорошие. В этот день, 29, только после 13 часов. Зеленые операции приветствуются, рыбалка прекрасно. Вот начинается время квашения, но здесь 13 часов, а 30 все 24 часа. Квочку уже или инкубатор нет смысла устанавливать, потому что уже будет некачественный выход цыплят. Это время, когда уже будет после полнолуния убывающая луна, и цыплята будут слабые, будут болеть. И настойки, да, можно делать, различные настойки, мази. Это очень хорошее время. И используйте вот это время. Наша постоянная рубрика «Луна для дома, для здоровья» с 26 по 30 января 2022 года. И сейчас мы с вами рассмотрим вот эти важные дела, которые мы можем сделать с 26 по 30 января. Смотрите, вот этот день, первый 26 в среду, обратите внимание, здесь у нас самый сложный день в плане того, что может быть дым. И в печке, когда вы растапливаете, или камин, будьте внимательны. Не сильно много дров, и дрова должны быть сухие для того, чтобы потихоньку растопить, а затем уже нормально протапливать. В Скорпионе тесто ведет. Рукоделие ни в коем случае оно не даст хороших таких творческих импульсов, и качество работы не очень хорошее. Не стрижем волосы, не стрижем ногти, не красим волосы. А вот очистка кожи прекрасно в это время пройдет. Ремонт не делаем, вещи не проветриваем, даже при хорошей погоде. А вот на что обратите внимание, пожалуйста, в Скорпионе. Это замечательное время, убывающая луна, и стирка, и уборка. Вот это и генеральную стирку при хорошей погоде можно делать, и генеральную уборку. Качество супер получается. Далее у нас стихии уже будут, стихии огня 2 дня, 27 и 28. Это время в четверг-пятницу, знак Стрельца. Печка будет в Стрельце отлично гореть. Тесто прекрасно получается. Здесь очень хороший момент получается. Убывающая луна. И не надо больше жидкости давать. Вот это такое сочетание хорошее получается. Хорошее воздушное тесто. Рукоделием еще не занимаемся. А вот что можно сделать? Уже можно стричься. Можно стричь ногти и волосы. А вот красить волосы не рекомендуется, потому что это знак стихии огня и Стрелец. И получается, что вы можете сжечь волосы. Особенно это вот сейчас современные химические различные краски. Очистка кожи у нас продолжается этот период. Ремонт прекрасно пройдет, ремонтные работы. Проветривание вещей при хорошей погоде тоже прекрасно. Вот смотрите, почему я говорила о том, что нужно в Скорпионе генеральную стирку и уборку. Вот здесь уже пятна плохо отстирываются. Вот сколько и пятновыводитель, качество стирки не такое. Уборку можно проводить, но не генеральную, а обычную уборку, текущую так называемую. Это нормально будет. И следующие 2 дня, суббота, воскресенье, выходные, выпадают на время знака Козерог. Здесь, правда, уже с 12 часов вот эти энергии, но все равно здесь очень хорошее время и много дел можно сделать на выходные, просто супер совпало.
Здесь еще будут энергии Стрельца, огня. Можно прекрасно растапливать без проблем печку, камин. А вот 30-го возможен дым, поэтому будьте внимательны. Тесто прекрасно получается в Козероге. Вот рукоделие, начинаются творческие дни, очень хорошо получается. Стричь волосы можно. Желательно вот это после 13 часов, но вот там будет переход просто-напросто. Лучше вот эти работы со стрижкой где-то к обеду вот себе запланировать. Стрижка волос, стрижка ногтей. В Козероге, кстати, можно и химическую покраску волос сделать, нормально будет. Очистка кожи у нас продолжается. Ремонтные работы в Козероге не проводим. И вещи проветривать даже при хорошей погоде нельзя. Здесь очень будут влажные, и вещи просто быстро притягивают различные неприятные запахи. В Козероге вот здесь тоже хорошо можно провести стирку. И уборка тоже получится очень качественной в этот период. Луна для здоровья. По вашим просьбам мы немножечко сейчас перестраиваем подачу материала, информации. Это связано с тем, что многие хотят определиться, спланировать свои дела, связанные с операциями, с лечением. Поэтому мы сейчас обратим внимание в первую очередь на том, что хорошо в определенное время рассматривать и планировать, и что нельзя делать. И давайте начнем со Скорпиона. В среду 26 января 2022 года. В это время в Скорпионе нельзя проводить операции на органах мочеполовой системы. Обостряются в это время болезни мочевого пузыря, геморроя, обостряется эрозия шейки матки, воспаление яичника. Под угрозой вся воспроизводительная система. Так что те, кто готовится стать мамой, будьте внимательны к своему состоянию, к своему здоровью. В это время повышается риск заражения половыми инфекциями. Что можно лечить в это время? Можно лечить зубы, верхние дыхательные пути. Возможные операции – это по удалению гланд, аденоидов, зубы, то, что меня спрашивали, а также лечение гайморита. Продолжим рассматривать время нахождения Луны в Скорпионе. Ну, в это время также уязвимы прямая кишка, сфинктер. Мы говорили о мочеполовой системе, нервная система. Поэтому, напоминаю, ноги и область таза держите в тепле. Что можно с питания? А очень полезны продукты с витаминами группы В и С, а также Е. И очень хорошо в это время железо. Поэтому кушайте яблоки, чернослив, цитрусовые, различные овощи, то, что у вас есть. Ну, есть запасы, есть редька черная, свекла, морковь, различные капусты, чеснок, лук-порей доставайте, различную зеленушку. Также, кстати, и проростки сейчас уже многие выращивают. Готовьте различные блюда из морской, океанической рыбы, морепродукты, ну и очень полезны в это время травяные чаи различные. В общем, в это время нужна нам, нашим телам, низкокалорийная, богатая белками и сбалансированная по основным питательным веществам, витаминам и микроэлементам пища. А сейчас важная информация для 27, 28 и до обеда до 12 часов 29 января. Это время нахождения Луны в знаке Стрелец. Луна в Стрельце – это очень сложное время для нашей печени, поэтому нельзя проводить операции на печени и другие полостные операции, при которых наблюдаются большие кровопотери. А также в это время нельзя проводить ортопедические операции. В это время обостряются болезни, такие как цирроз, гепатит, гипертония, ишемическая болезнь сердца. И очень опасны в это время бактериальные, вирусные и паразитарные инфекции. Но сегодня на повестке дня вирусные инфекции, будьте внимательны. Можно очень быстро и легко подхватить какой-нибудь вирус.
подальше от общественных мест, лучше быть у себя дома, на даче, ну и если это есть возможность, на квартире, где вы всегда можете быть в кругу своей семьи, и никто не заразится вот этими современными так называемыми вирусными заболеваниями. Что можно лечить сейчас? В эти дни, в дни Стрельца, можно лечить органы дыхания. Это ангины, бронхиты, трахеиты, риниты, гаймориты, конъюнктивиты, мигрени, гипер- и гипотония, а также щитовидную и вилочковую железы. Вот, кстати, в это время в Стрельце можно проводить различные исследования и флюорографию. В это время она менее вредна. Продолжим по энергиям Стрельца и поговорим дальше о здоровье. Здесь же напоминаем, что в дни нахождения Луны в Стрельце уязвимы печень, мы уже говорили о том, что никакие операции не проводим, тазовые кости, органы малого таза, вот это тоже различные операции, которые могут привести к различным осложнениям, не делаем, а также уязвимы бедра, кровеносная и нервная системы. Будьте внимательны в это время с алкоголем. Не надо его и сейчас, вот в это время Стрельца, пить и употреблять различные алкогольные напитки. Не используйте для питания копчености, жирные продукты. Лекарства очень опасны, особенно если это химические какие-то препараты. Поэтому для питания используем нежирные сорта мяса, различную рыбу, растительные масла используем при приготовлении различных продуктов. Очень хороши в это время молочные, кисломолочные продукты для наших органов, различные орехи, морковь, свекла, топинамбур, различные капусты, зеленушка. Готовьте овощные супы, горох, фасоль и другие бобовые. Ну и хороши в это время различные каши. Печень их очень любит. И завершим рассмотрение различных задач по сохранению нашего здоровья временем субботы и воскресенья. Это уже 29-е. Желательно это уже тоже учесть с самого утра, хотя переход будет Луны в 12 часов 10 минут. Но энергии будут работать уже и утром. Будет наложение энергии Козерога и Стрельца 29-го до обеда. И 30-го тоже знак Козерога. В Козероге, напоминаю, нельзя проводить операции на костях, на коленных суставах, на костном мозге. Нельзя удалять зубы. Это тоже сейчас очень важная проблема. Почему-то все решили удалять зубы. Но здесь просто-напросто Козерог кричит и требует. В это время не работайте, не идите на операции с костями, любыми костями. И, внимание, уязвимы кости в это время, а значит велика опасность переломов. Берегите, пожалуйста, себя, не спешите, тихонько выполняйте все работы. В это время, кстати, и обостряются различные болезни, такие как радикулит, желчекаменная болезнь, межпозвонковые грыжи, остеохондроз, артрит и артроз. Ну вот это то, на что нужно обратить внимание, а вот что можно делать, какие операции можно планировать. Это операции на легких, на желудке, а также эффективное лечение астмы, заболевания дыхательных путей, лечение диабета, гастрита, гастроэнтерита, болезней желудка, язвы и 12-перстной кишки. О Козероге еще мы сейчас немножко поговорим. Поэтому очень внимательны будьте. В это время также уязвимы в дни Козерога желчный пузырь, скелет, костная система. Это то, что мы говорили про кости. То есть кости, суставы, сухожилия и особенно колени. Будьте внимательны. Нельзя в это время употреблять любой алкоголь, кофе, шоколад, жирную жареную еду,
острые различные соусы, и те, что продаются, и те, что вы заготовили. Не используйте много соли в это время, а также майонезы. Зато готовьте постное мясо, яйца отварные, морскую рыбу. Используйте растительные масла для приготовления различных блюд. Молочные, кисломолочные продукты в Козероге хорошо идут. И очень полезны различные орехи, морковь, свекла, лук в любом виде, особенно маринованные и свежие, различные зеленушки, капусты, а также есть клюква сейчас у многих и заготовленная, и в продаже, гранаты еще есть. И вот здесь, в Козероге, можно использовать макароны, изделия. Готовьте, что хотите из углеводных продуктов, и все будет очень хорошо для организма. И не будет идти на жировые отложения. Готовьте и из свежих, и вареных овощей различные блюда. И очень полезен в это время чай из шиповника. Вот и подошел к концу наш сегодняшний выпуск. Мы учли некоторые ваши просьбы, расширили некоторые наши рубрики, появились новые рубрики. Мы надеемся, что вам это все полезно, приносит пользу. Поэтому от вас ждем оценку нашего труда. Лайкайте, комментируйте. А те, кто не подписался, подписывайтесь. У нас всегда очень важная и проверенная опытом информация. На этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго. И до новых встреч на нашем канале в новых видео. С вами прощаются, как всегда, работали Раиса Гриченко и Александр Волик. Пока-пока!